Всем привет! С вами Изирель, и вы на моем канале реакции, где я делюсь своим мнением обо всем интересном, что происходит в этом мире. И сегодня 8 февраля, и сегодня очередная реакция на группу Badmate. Что ж, и не зря, потому что сегодня у вокалистки, как мне подсказали, Саи-чан, у нее сегодня день рождения, исполнилось аж целых 28 годиков. И я часто видела в комментариях, что вы рекомендуете песню Domination, и я ее выбрала. Но я посмотрела, конечно, лирику. Я вообще, на самом деле, не люблю смотреть лирику перед тем, как слушать песню, хотя мне многие говорят, что нормально, это ничего страшного, это посмотри. Но для меня это как такое некое чуть-чуть смазывание первого впечатления, что ли. Потому что мне действительно нравится потом уже, после просмотра, читать лирику и понимать, совпало ли мое впечатление и мое ощущение, мое видение, да, то, что, скажем так, мой внутренний визуал, совпал ли он со смыслом песни. Вот это интересно. Ну, конечно, песня Domination уже понятно о чем. Я думаю, что мне понятно, да, про доминацию. Это такая очень щепетильная и актуальная тема, да. И, кстати, хорошо, что я не смотрю лирику или что-то, какие-то переводы, потому что в прошлый раз для меня это было неожиданностью, что группа-то, оказывается, из девчонок состоит. А если бы я название перевела? Bandmate, горничные. Я бы сразу поняла, что, наверное, там девчонки. Ну что ж, поехали. Много слов. Меньше слов, больше дела. Так, play. Да, отдельно про эти костюмы, да, то есть костюмы горничных. В Японии, кто не знал, распространено такое явление, как мейд-кафе, то есть где официантки ходят в костюмах горничных, и каждому приходящему они говорят «добро пожаловать, мой господин» и все такое прочее. Я никогда не была в мейд-кафе, но надо как-нибудь сходить. И мне очень-очень и очень импонирует то, что у них юбки, платья длинные. Не коротенькие, а длинные, ниже колен. Я понимаю, что мужчинам нравятся юбочки покороче, но, честно, уже вот здесь вот все эти короткие юбки и голые ноги вот предостаточно. А когда юбочка подлиннее, ну, не знаю, мне как-то больше импонирует. Вот если бы у них были короткие юбки или у них вот такие, как есть. Мне больше нравятся такие, как есть. Как бы скрыли красоту. Понятно, что там красота есть. Понятно, что хочется всем увидеть. Но скрыли, и это, мне кажется, очень классно. No!
Я не буду останавливать. Ну, блин, ну, молодцы. Мне нравится их непринужденное общение во время выступления между собой. Как они там все втроем с гитарами подошли к барабанщице. Давай, давай, наяривай. Класс. Что сказать, барабаны, гитары — это просто вау. У Саки-чан очень миленькая улыбка. Прям такая милая-милая. Лирика, кстати говоря, конечно, я ее читала в переводе, то есть, чтобы полностью и как-то хорошенько понять, нужно все-таки быть носителем языка. Даже несмотря на то, что там очень много английских слов, но думаю, что те, кто не знают японский, не услышали этих английских слов, потому что, да, у японских исполнителей есть проблемы с произношением, у японских вообще людей, потому что японский язык очень мягкий для произношения твердых каких-то звуков. Очень неудобно быть японцем, потому что нужно тогда с детства тренировать свой язык, произносить какие-то неудобные для японского языка звуки. И да, то есть такая завуалированная очень лирика, то есть не прямолинейная, какими-то метафорами все высказывается. И, честно говоря, если бы я не знала названия, если бы я не знала лирики, я бы не поняла, о чем песня. Да, то есть про доминацию это понятно. Я вообще очень люблю тему «Не будь ничьей марионеткой». Об этом как-нибудь попозже еще в других видео обязательно сделаю разборы всех марионеток, которые мне попадались. Что ж, я надеюсь, вам понравился этот обзор. Очень быстрый и смятый, но тем не менее. Пишите еще свои рекомендации в комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик и увидимся в следующих видео. Пока!